Ой. Вот, друзья, тапки эти, калоши, легкие-легкие. Их можно еще как подушку использовать, потому что они достаточно жесткие. Вот так вот их ставишь, вот так, и получается для головы очень хорошее место. Хочу я вам рассказать про рыболовные снасти, которые я взял с собой. Не на все мне удалось что-либо поймать, не на все даже я ловил. Но начну с самого главного. Это вот спиннинг. Вот такой вот спиннинг. Это спиннинг называется Pantone 21 7,5 746 mf. Тест у него 5,0 17,5. Быстрый мод fast. Plug manipulation. Что такое plug? Ну, бог его знает. Вообще говорят, что этот спиннинг подходит для классических старинных блесен. Ну, там колебалки, вертушки. Но я и на воблер ловлю. Вот такой вот воблер. Это воблер самый мой излюбленный. Он очень уловистый. Конечно, он спиннинг не особо упругий, он гибкий такой. Но работает. Вот только ручка у него что-то покоцалась. Сам по себе выпала пробка. Не знаю почему. Ну, это не важно. Вообще спиннинг очень мне нравится. И размер его, и форма. Спиннинг хороший. Катушка. Это называется Shimano Biomaster 2500 MGS. Супершип. Biomaster 2500. Хорошая катушечка. Очень такая она аккуратная, маленькая. К этому спиннингу хорошо подходит. Вот где-то вот тут вот получается у него центр тяжести. Как раз под его размер. Удобно обращаться. Шнур стоит так называемый Edgy Metal, тонкий шнур. Не помню я какой у него там. Ну, по-моему, это 0,2 миллиметра шнур. Разноцветный. С цветовой маркировкой этим я не пользуюсь. Ну, просто прикольно, что он разноцветный, такой шнур. Очень оригинальный. Сейчас, наверное, дорого будет стоить такой шнур. Если вообще удастся купить. Поводки. Поводки. Я люблю больше всего поводки никель-титановые. В этот раз еще флюорокарбоновые взял поводки. Ну и стальные для жерлиц. Там струны есть у меня. Вот. В основном ловлю вот здесь вот, поскольку здесь много травы и мелководья. Ну, вот такой воблер. Несколько щук поймал. Ну и две из них съел. Одна из них вчера вот его целиком заглотила. Вот. Ну, представляете. Прям в пасть ушел воблер. Вот. Это самый такой рабочий спиннинг. Еще у меня есть раскладной спиннинг Shimano. Но я его не брал, он очень маленький. Для него катушка тысячная. Это для таких пеших путешествий. Когда вот убрал его в рюкзак, телескопический спиннинг, катушечку, ничего не весит. Ну и выпал случай, половил там. Случаи-то разные бывают. Вот это мой самый такой спиннинг, как бы оптимальный. Вот. В этом году у меня обнова. Вот такой вот сачок. Конечно, сетка у него, как показала практика, не самая лучшая. Цепляется очень сильно за воблер, за крючки, даже за карабинчик, который этот воблер там держит. Но сачок складной, легкий, очень удобный. И при этом он сильно
может быть очень сильно удлинен. Вот он раскручивается вот так вот. Все что ли? Или вот это тоже можно? Я не знаю. Нет, наверное. Надо посмотреть. Интересно. Вот он так вот отделяется. Вот, собственно, сачок. Ну-ка. Нет, монолитная. Вот такая вот у него. Хотя странно, да? Может быть, она... Не, сил таких у меня нет, чтобы это раскрутить. Потому что там действительно еще есть удлинение. Вот. Легчайшая углепластиковая ручка. Совершенно легчайшая, китайская. Весит она... Ну, не соврать. Вот все-таки меня беспокоит. Да. Все-таки я был прав. Просто тут заскорузло. Во. Я думал, что-то коротковат он. Во. То есть он по длине практически как спиннинг. Ну вот. Чуток поменьше, чем спиннинг получается. Вот этот вот рукоять этого сачка. И при этом она очень легкая. Помимо того, ну это так, конечно, ради прикола. Я думаю, что здесь этого не понадобится нам. А какой цепучий воблер. Да сюда уберем его. Ох, рассыпались крючки. Вот это плохо. Крючки тут у меня хранятся. Разные. Ладно, потом с ними будем разбираться. Все равно надо убирать там крючки. К этой рукояти еще интересное есть приспособление. Вот. Можно превратить его в багор. Такой серьезный. И не только рыбу вынимать, ну и мало ли что-то зацепить в воде. Какой-то предмет. Вот такой вот багор. А надо, если, ну вот скажем, если реальная ситуация с лодки там цеплять. Ну вот такой, а то и вот такой багор. Да если большая достаточно, какой-то мусор какой-то, потом сожгу. Большая достаточно рыба, можно ее вот багром подбагрить. Подбодрить, так сказать. Ага, и тут вот оно раскручивается. Ну и там видно вот эти углепластиковые трубки. Легкая. Здесь дырочка есть. Видимо, чтобы вода там не заставилась. А может, чтобы какой-то ремешок делать. Не знаю. Предупреждение, что ток проводит. Просто дырочка. Ну, хорошо. Вот такой вот, с такой вот рукоятью и с багром можно подцепить. А тут на винтах оно усилие, что надо, можно создать. Острый. Вот. Багорик такой из нержавейки. Хорошо бы, конечно, титановый, но в принципе... Сколько он там весит, этот багорик? Ну, грамм, может 50-70, плохо знать. Ну вот. Может, когда и титановый будет. Вот такой вот багорик небольшой, раскладной. Тут у него надевается, чтобы он не кололся
такая защита. Вот. А сачок, он разбирается. Тоже заскорузло все. Как он разбирается-то? Мне же разбирать его надо будет, а он ни хрена не разбирается. Да. Ну ладно, я там займусь, постучу там. Ну, в общем, поверьте на слово, он разбирается. Вот шарниры, тут вот. Да, придется мне разбирать сегодня вечером этот сачок. Половлю еще напоследок, может, рыбку. Насколько же удобно все-таки с сачком. Я советую всем, кто весит он не дофига, немного он весит. Ну, весь сачок, может быть, там 200 грамм, весит он 300 максимум. Не тяжелый сачок. Вот, но зато удобство ловли рыбы с сачком, с таким, совершенно другое с лодки. Потому что вот это поднимать можно спиннинг сломать. Где-то там она будет биться, дрыгаться, оторвется. Зачем надо? Вот подвел туда сачок, раз она, и аккуратненько в лодку. А там уж дальше разбираться. Единственное, что я бы, конечно, хотел заменить в нем сетку, чтобы не такая цепучая была. Есть такие сетки, надо искать, подбирать. Следующее, что я вам покажу, это джерковый спиннинг. Вот он какой. К сожалению, в этом году ничего на него я не поймал. Один раз я тут на него поймал хорошую здоровую щуку. Катушка Shimano Cardiff. Это катушка инерционная, как они там называются, точно не знаю. Но вот так вот у нее тормоз. То есть вот, ну как в обычной катушке накручивается вот здесь вот. Так у нее это ничего не трещит. Беззвучно работает этот фрикцион. Вот. Что непривычно для рыболовного дела. Вот. Вот и все. Зажал фрикцион. Все. Вот. Но вот этот тормоз, который определяет как бы скорость разбега этой шпули. Здесь кнопка. Перед забросом кнопка нажимается. Шпуля освобождается. Ее берешь вот так вот в руку. Раз. Забрасываешь. Она леска сходит. Когда ты видишь, что уже приманка к воде приближается. Стоп. У меня палец-то укороченный. Но все равно я могу пользоваться. Вот. И как только малейшее движение ручкой сделал, блокируется шпуля и можно наматывать. Леску я сюда ставлю. Вот поставил вот такую вот леску. 8 номер. Тоже алиэкспрессная, но хорошая леска. Как раз для таких катушек. Чем плюс вот этой катушки, что можно забрасывать с толстым шнуром. Очень прочным, очень мощным. Это шнур, ну, полмиллиметра толщиной, в общем. Такой шнур. Вот. И что туда ставится в качестве приманки? Ну вот я покажу в качестве приманки, какие туда ставятся предметы. Например, вот такой. Это джерк. Ну, алиэкспрессный, тоже недорогой джерк. Тяжелый. Сколько он там? Грамм 50 весом, а то и больше. Или, например, ставится вот такая вот резиновая рыба. С такими вот крюками, с такой оснасткой.
Вот, никакого груза, ничего, она сама весит изрядно. Такая рыба ставится. Вот самый, вот такая вот модель джерка. Где там от него? Не вижу. Вот, потерялась. Надо крючки-то здоровые, белые крючки. Очень колючие. Все крючки желательно закрывать вот такими штучками. Вот это самая модель, моя любимая джерка. Там внутри грузики, там они. Вот на такого рода, только зеленый, поймал я здоровенную щуку как-то раз. Но, к сожалению, упустил ее. Уже на берег вытащил, все. На мостках это было. И прыгнула она в воду, короче, по моей небрежности. Вот. И к этому джерку существуют разнообразные приманки. Здесь же тоже. Опять зацепилась. Тут крючок зацепился. Все, сейчас буду разбираться. Вот, например, такая рыба. Желтенькая. Все это на щуку. На щуку. Она берет, даже небольшая щука, вот такую может хватануть. Или вот, например, тоже небольшой джерк. Это совсем такой легенький джерк. Своеобразный. Таких вот. Подумал, да что ж они все потерялись. Вот сейчас буду сидеть, рыболовные снасти перебирать перед отъездом. Подумал, на Селигере угри водится. Во! Может, такого кто хватит? Угорька. Но нет. Не то место и не то... Как бы это надо более чистую воду, глубокую, чтобы на нее нормально ловить. Потому что это в траве все цепляется очень-очень сильно. Такие снасти. Ну, что еще джерковое такое интересное есть? Да и все там. Ну вот. Тоже, да что ж такое, у этого крючки освободились. Придется сейчас заниматься. Там еще леска запуталась. Так вышло. Тут какая прочная-то. Смотри, леска тут какая-то запуталась. Прочная леска, когда надо, она... А когда не надо... Когда не надо, отрежу к чертям. Вот так. Вот. Это вообще какой-то... Да что тут запуталось? 130 миллиметров, 63 грамма. Вот джерк. Это какой-то CF Lure. В общем, какой-то такой фирменный более-менее. Вот такие вот приманки для вот этого вот спиннинга. Очень советую на щуку вот таким поохотиться. Это дело знатное. Вот. А так, есть разного рода воблеры. Ну, вот этот вот воблер номер 1, я считаю, под эти условия. Да и вообще много где на него ловил. Вот такой вот воблер. Не знаю, как он называется и чья это копия. Ну вот, форма и цвет вы видите. Он еще и флуоресцентный. Все, ночью фонариком можно посветить, он светится. Ну и тут я вчера ездил ловить с этой коробочкой. Все тут запуталось. Хлеб был для верши. Вот этот вот мне не понравился, потому что он цепляется, вот этот вот крючок и за поводок, и за траву, в общем, цепляется. Ну, может быть, в других каких-то обстоятельствах он и неплохо себя покажет.
Вот. Вот надо все крючки, очень желательно, закрывать вот такими насадочками. Потому что хуже нет, что когда зацепится, потом время тратишь, отцепляешь это все, а еще, не дай бог, вопьется в руку там. Вот, раз, все. Ну, воблеры там разные есть. Вон, такие, сякие. Зараза, пакеты прилипли. Что тут? Потом сожгу. Вот. Небольшого размера воблеры. Вот они, вот что значит, когда отсутствует эта защита на крючках, с ними мука одна. Вот, должна быть везде надета. Вот сейчас этим я буду заниматься и упаковывать все, что, потому что мне не прокололо там что-нибудь в рюкзаке. Это мне такого счастья не надо. Вот. Ну и блесны есть. Вон разнообразные блесны. Ну, вертушки тут. Это я даже не использовал, хотя хорошие. В основном вот такие вертушки. Мепс. На Мепс в основном. Blue Fox что-то у меня как-то так исторически сложилось, что ничего у меня не ловится на Blue Fox. Вот я вам хочу показать. Самая моя любимая блесна — это Williams. Много на нее было поймано щук. Я ее очень берегу. Там, где есть возможность зацепить, не использую. Эта блесна очень хорошая, всем советую. Williams оригинал, серебром покрытая. Ну и есть и не оригинал. Вот и не оригинал. Она полегче такая, более грубое у нее исполнение. Это я сделал ей специально из термоусадки хвостик красный. На нее тоже, кстати, ловил большую щуку. Была большая поймана на вот такую блесну. Вот. Ловил. Да и вот тоже копия Вильямса. И на нее ловил. Тоже какая-то там одна из вариаций Вильямса. Вон вся краска слезла. Но тоже ловил. Щука, она если берет, то берет. Вот хорошая очень блесна Мепс. На нее все что угодно берет. И щука, и окунь, хотя она маленькая. Так что блесны тут разнообразные есть. В основном берет щука на блесны, вот как я заметил, вот с такой формой лепестка, не с круглой почему-то. Ну, это ее особенность. Вот, это блесны. Старинная коробочка, набор летних блесен. Вот. Есть еще у меня... ну вот леску покажу. Вот эту леску заказал, типа для морской рыбалки. Но так еще ни разу не использовал. Вот тут. Вот эта вот, которая запуталась-то. А что за зараза? Придется отрезать. Не люблю я, когда вот это все путается. Потом разберусь. Вот самая простейшая леска. Прочная. 0,1. Очень прочная. Есть также 0,23. И вот это вот есть 0,47. Вот это вот на жерлицы всякие. Это, ну, мощная такая леска. Сопоставимая со шнуром. Крючки. Ну, это такие тоже крючки разнообразные. Тройники, двойники. Я думал, буду ставить разного рода жерлицы. Ну или может быть для джика. Для джика у меня только одна там рыбка есть резиновая. Что-то как-то тут не задалось.
Вот, про это я не сказал, что за удилище. Это называется Абу Гарсия Вентури Next Generation. Его параметры такие. 6 футов 3 дюйма. ТС 60-140 грамм. Во какой спиннинг. Мощный. Я думаю, на морскую рыбалку даже сойдет. Какую-нибудь треску там и камбалу вытаскивать. Не знаю. Хотелось бы половить где-нибудь в Мурманске. Вот мечтаю. В море. Но не знаю, как доведется или не доведется. Мощный такой, мощный спиннинг. Хотя для моря, наверное, это так себе начальный, детский уровень. Но для щуки это нормально. Можно вытащить самую хорошую щуку. Дай бог на такое что-то вообще поймать. Хотя и небольшие щуки вот на это вот клюют, что интересно. Вот. Катушка вот так вот закрепляется. Оп. Вот. В этот раз я уже на этот спиннинг не половлю. Очевидно. Очевидно, не половлю на этот спиннинг я. Хотя я вот это вот дело очень люблю. Вот раз и все, и убирается в упаковку. Еще есть у меня обычная удочка. Ну, стыд и срам. Тут надо все менять, заменять. Тоже займусь, разберу это все. Смотаю, леска грубая. Поплавок тоже. Наверное, посмеются надо мной мастера поплавочной удочки. Да я и понимаю сам. 4,5 метра. Самое дешевое, без колец, без всего. Просто углепластиковый хлыст. Но на нее тоже мне доводилось ловить. Причем очень интересно. На слепней. На реке Поля. Я взял с собой, ну просто взял так что-то. Слепней было уйма. Убил слепней. Ну и ради как пробы поставил на крючок. Смотрю, что-то вроде клюет, но рыба не зацепляется. А крючок был старый, еще который я в детстве использовал, когда в школе учился. Лет ему было много, 20-30, там, не знаю, очень много. Да, лет 30 с лишним. Потом я думаю, а что же такое? Почему она не зацепляется, вроде клюет? Взял об камешек, чуть-чуть подточил его, и 2 рыбы поймал, прям одну за одной. Может быть, и больше поймал, но думаю, куда мне еще? Каких-то уклеек или что? Ну, таких довольно здоровых. Приготовил, съел. Ну и с тех пор удочка это... То есть на каждую из этих снастей что-то я ловил, конечно, больше всего вот на тот спиннинг. Но удочку тоже. Думал, будет выдастся период безветренный какой-нибудь. Где-нибудь буду я находиться. Может, и половлю. Червей, вот у меня лопата есть. Червей, думал, накопаю. Но до этого дела не дошло. Так что вот, друзья. Такие вот снасти у меня есть, применяюсь в этом походе. И поймал я, а что, на вот этот воблер большую часть, на вот этот белый, на блесну Вильямс и на вертушке. На вертушку поймал. Кстати, на этот воблер даже окунь у меня один раз бросился и поймался. И на вертушке окунь тоже поймался. Вот, рыб-то я, в общем-то, немного поймал. Но удовольствие получила от рыбной ловли. Что и вам всем советую. Хорошее надо. Я считаю, что это достаточно не какое-то сверх там снаряжение, но вполне себе адекватное, нормальное. Под мои цели, под мое умение. Я не могу сказать, что я какой-то выдающийся спиннингист. Там, чтобы катушка стояла, там, которая 100 тысяч стоит или еще. Нет, это
Что есть, то есть. Человек я простой, мне такие вещи недоступны. Хоть я и понимаю, что они существуют. Ну, зачем? Вот что у меня есть, и мне этого хватает. Хотел бы, конечно, нахлыст освоить. И на севере половить бы рыбу. Вот мечтаю тоже. Вот две у меня по рыбалке есть мечты, так сказать. Это рыбалка морская, на мощную снасть, какой-нибудь трески там ловля, или камбалы, или что еще. И нахлыстовая рыбалка на лососевую рыбу. Вот хотел бы это испытать. Научиться. Попробовать. Так что вот обзор моего рыболовного снаряжения завершен. Надеюсь, вас это заинтересовало. Пишите, задавайте вопросы, комментарии, что так, что не так, какие-то советы, подсказки. Я буду очень благодарен. Потому что я считаю, всю жизнь надо учиться, и у мудрых людей, у специалистов набираться опыта, совершенствоваться. Спасибо вам. С утра сидит на озере любитель рыболов. Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Озеро глубокое, удачным будет лов. Сейчас поймает окуня любитель рыболов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля.